Давай я помогу тебе снять твой чулочек. Это прогревает женскую сексуальность. Он О, хитрый. всё. Так Минус нет. балл, Сань. Это не френд-зона, это никогда Никогда не не дам. зона. Не я расстрою. Всем привет! Вы не поверите, но это шоу «Чего хочет мужчина?». В этот раз мы снова попытаемся расшифровать мужские желания с помощью двух очаровательных участниц. Перед ними 11 вопросов. Мы уже заранее получили ответы на эти же вопросы от случайно встреченного на улице мужчины. За каждый верный ответ вы, девушки, получите 10 тысяч рублей, а ошибка обернется для вас потерей одной части гардероба. Я продюсер этого шоу, и моя прямая задача следить за порядком и за тем, чтобы соблюдались правила. Если вам все понятно, тогда стартуем. Ура. Сегодня у нас в гостях Жанна Анимешка и Саша Мур. Спасибо, мы готовы выиграть и будем работать в команде. Ого. Можно мы тебя Мы разделим? настроены серьезно. Хочешь раздеть меня? Да. Я гарантирую, что все очарование спадет, как только я сниму футболку. Ты себя недооцениваешь. Ты выглядишь как настоящий мужчина. Мужчина должен быть с пузиком. Это правда? Это авторитет. Вы так считаете? Это не пузо, это авторитет. 100%. Девчонки, смотрите, я здесь на самом деле не самый главный, потому что сегодня вашу судьбу в рамках этого выпуска определяю не я, а некий мужик. Прямо скажу, мужик у вас достаточно прикольный. Давайте с ним познакомимся. Привет, девчонки, меня зовут Саша, мне 28 лет, я арт-директор, комик и автор различных шоу. Интересно узнать, сможете ли вы угадать мои ответы, какие будут вопросы, узнаем прямо сейчас, поехали. Мне кажется, он любит лизать пизду. Потому что бороды нет. Мне он понравился. Мне кажется, он классный, веселый, интересный парень. Слушайте, девчонки, вы посмотрели на Сашу, и мне показалось, что он тоже должен знать, против кого он играет. Поэтому мы показали ему и ваши аккаунты на TonPlace. Давайте посмотрим на его реакцию. Что, правда? Да. Вы уже знаете, кто я такой, и мне показали ваши аккаунты на TonPlace, давайте я тоже с вами познакомлюсь. Очень приятное знакомство у нас с вами состоялось только что. Я очень надеюсь, что вы будете давать неправильные ответы на вопросы. Давайте начинать. Чтобы вам было проще на него ориентироваться, а не ждать все время видео, у нас есть его фотография, она спрятана прямо за вами, за подушками. Вы можете ее поискать, найти и изучить. Так, ты ищешь? Это подарочки? Я тоже ищу. Подарочки начнутся. Его тут нет. Он Где потерял. Саня? Сашик. Опа. Я нашел. Вот он, вы можете познакомиться буквально поближе с Сашей. Так. Давай Да, нам заценим. ставь. Так. Мне кажется, он извращенец. Мне Правда? кажется, он любит экспериментировать. Ну, ты же Его сразу можно сказала, чего что угодно. пиздолиз. Ну, пиздолиз — это лайт-версия извращения. Мне кажется, там что-то Это интересное. вообще это база. Это классика. Это классика. Ну, хороший. Внимательно посмотрите на Сашу. Как вы думаете, когда он последний раз занимался сексом? Сегодня, на этой неделе, в этом месяце, или он уже даже сам не помнит, когда? Сам не помнит, когда. Сегодня. Все, сразу. Она говорит никогда, ты говоришь сегодня. Это кардинально разные Давай версии. сегодня. Он комик, он ведет... Ему, короче, к нему клеятся девчонки, он не против. Ну, Давай давай. сегодня. Все, сегодня. Красный победил. Сегодня, то есть вы ставите на то, что Саша это жесткий доминант, трахарь, и вот прям вот перед съемочкой заглянул к какой-то малышке. Ну да, я думаю, он не против. Почему бы и нет? Он все успевает. Уф, слушайте, ну давайте проверим, так ли хорошего тайм-менеджмент, как ты думаешь? Ну, слушайте, хотелось бы сегодня, и надеюсь, возможно, сегодня вечером это состоится, но последний раз я занимался сексом на этой неделе. Да блин, целом- я верю в Саню. В целом ты была в верном направлении, то есть это просто так случайно совпало, что он еще не трахался в час дня. Это вообще это абсолютная случайность. Но вечером он хочет, то есть в целом это направление мысли можешь оставить. Но вот есть кое-что, чего оставить нельзя, это Это мои трусики. ты сразу Поддержку слушайте, Саня.
Реально? Да, трусики я в Саши? него верю. Слушай, если ты мне их отдашь, я могу ему их подарить. В рот. Опа. Запихиваю в рот. Так, ты трусики. А я пока начну с пиджака. Так. Мы должны работать в команде. Серьезно, давай Блин, ну трусы куда? снимем. Тут вдвоем сразу? Да. Саш, Ну ты пока он- представь. Они будут смотреть такие, а нет, вдвоем без трусов. Что, Так, трусы вот снимаем, что ли? осуждаю. Ну давайте снимать трусы, поехали. Сразу снимаете мы трусы. сразу снимаем трусы. Слушайте, ну на моей памяти это самый жаркий старт. Вы что-то вообще с места в карьер. Там скрывать нечего. Поэтому на всякий случай я скажу вам, что, возможно, когда-нибудь ваш пыл будет охлажден, ну, вообще минимальным количеством одежды. У вас есть 3 подсказки. Вы можете выйти в прямой эфир Tone Place и спросить правильный ответ у своих подписчиков. Также вы можете набрать абсолютно любому мужику, которому посчитаете нужным набрать, если вдруг думаете, что он знает правильный ответ. И, соответственно, вы можете рассказать мне историю. Это может быть любая история. Просто держите это в голове. 3 подсказки. Если какой-то вопрос покажется вам затруднительным, используйте их. Да. Движемся дальше. Все заинтригованы. Погнали? Да. Как вы думаете, кому пишет Саша, когда он пьян? Он пишет бывший, он пишет нынешний, он пишет друзьям или он пишет девушкам с сайта знакомств? Ну, у меня первый вариант, что бывшим, но он какой-то Это классический как-то. Сайт знакомств. Сайт знакомств. Ну, друзьям это слишком Ну, грустно. друзьям, что за нытик? Да. Поэтому у него и не было Серьезно? секса в час дня. Пробуем. Мне кажется, он угорает и сидит на сайте знакомств бухой. Давайте сайт знакомств. Смотрим, кому он пишет. О-хо-хо-хо. Вообще по пьяни пишу всем вышеперечисленным, но чаще всего и интереснее всего переписываться с девчонками с сайта знакомств, которые, конечно же, мне потом не дают, и приходится на трезвую голову искать в реале кого-то. Я вас поздравляю, 10 тысяч рублей в вашем банке. Следующий вопрос для вас. Что сделает мужчина, если девушка при нем пукнет? Он посмеется, он сделает вид, что ничего не заметил, он ее отругает или он пукнет в ответ. Мне последний вариант очень нравится, но это нереально. Наверное, он Почему ничего. нереально? Это товарищество. У меня не было таких товарищей. Он, наверное, ничего не сделает. Мне кажется, он посмеется. Посмеется? Снимет напряжение. Ну что думаете? Посмеется, давай. Посмеется, Посмеется, да. Итак, вы сказали, что он посмеется. Давайте узнаем, что же он Да, сделает, будем извинить. если при нем произойдет такой казус. Но я очень приличный молодой человек и сделаю вид, что не заметил. Но вот так. Но Посмеялся, он посмеялся. он не посмеялся, он сказал, что он ничего не заметит, тем самым принес вам неверный ответ. Чё, 0 кстати? трусиков в студии, надо решить, что будет дальше. Жарко очень. Можно с пиджачка, да? Да, а я Пиджачок, хочу погнали. туфли снять. Погнали. Я хочу дальше. Погнали, девчонки, следующий вопрос. Как вы думаете, о чем Саша больше всего любит говорить с девушками? О сексе, о любви, о работе или о ее проблемах? О ее проблемах. Он же комик. Ему нужно... Материал откуда-то Да, черпается? да, конечно. Чтобы спрашивать, девчонки, бывало ли у вас такое? Да. А ты как думаешь, Ну давай выберем твой вариант ответа. раздеваться будем? Да, будете, если это будет неправильно, абсолютно точно. А что снимать-то уже? Надо это, притормозить. Давай доверимся твоему варианту ответа. Да, давай, попробуем моей логики. Итак, вы думаете, что Саша общается с девушками о их проблемах? Давайте узнаем. Вообще с девушками можно часами говорить обо всем, что перечислено, но я очень люблю разговаривать с девушками о любви, потому что через разговоры про Боже! любовь мы переходим к сексу, а потом к ее проблемам. О, А Понимаете, потом о чем ее я? проблемы. Ну, все равно мы Да разбираем. нет!
Нет, он хитрый. Что такое? Он сначала... Он что-то чешет сначала про любовь. Ой, мне такое не нравится. Так Минус нет. балл, Сань. Что он там лечит, чешет? Ну, Он, кстати, это все увидит. Я уверен, ему будет интересно ваше мнение. А еще ему будет Слили. интересно узнать, какую вещь вы будете снимать. Это был неправильный ответ. Ты что, ты будешь перчатки? Да. А я, пожалуй, сниму сапожки. Ну, вы не расстраиваетесь Нет. пока что? Не я расстроилась. Почему? Он тебя разочаровал? Да все, не нравится. Но я его в список никогда не дам засунула. Стоп. Это не френд-зона, это никогда, Никогда не дам. зона. Да. Девчонки, мы поговорили немножко о любви, хотя думали, что говорим не о любви. Давайте теперь поговорим о детях. Как думаете, сколько детей хочет Саша? 0, 1, 2. Хочет стать многодетным отцом? Ну, если он любит говорить о любви, мне Да, кажется, он если многодетный вообще это отец. хуйню, то это многодетный папаша. Вообще Да, стопудов. все, многодетный папаша. То есть вы думаете, что с вами он ведет себя так же, как со всеми девчонками, Да. которых клеит, и, соответственно, залечивает им по самые помидоры, правильно? Подсказки не интересуют. Пока нет. Может быть, Да нет, многодетный папаша. Давайте узнаем правильный ответ. Это очень сложный вопрос. Наверное, самое оптимальное для меня было бы завести 2 детей, чтобы на первом потренироваться, а второго, чтобы воспитывал первый. Опа! Господи, он ужасный человек вообще. Это все. Это провал. Это так нельзя рассуждать. Сань, дети, это тебе не собака. Заводить ты собрался, Санек. Я вообще в шоке. ну это типичный, кстати, вариант. Какая вещь покинет ваши шикарные тела? Что это будет? Давайте вот 2 украшения. Да. Но в следующий раз ты не будешь говорить, что я сниму чокер или еще что-то. Все, чокера на тебе как будто нет. Так, Говори ты с что ним. снимаешь? Я встану вот этот у юбочки пояс сниму. Ты снимешь пояс у юбки, ты снимаешь все аксессуары, символизируемые твоими браслетами. Девчонки, делайте. Я скажу честно, я первый раз визуально расстраиваюсь, ничего не поменялось. Как будто. Потому что трусы с первыми слетели. От этого есть мощная мотивация перейти к следующему вопросу. Да. Как вы думаете, как Саня будет уговаривать девушку на тройничок? Деньгами и подарками, шантажом. Он будет клясться ей в любви или попросит подарить на день рождения. Ну, судя по всему, здесь уже Звонок. вы будете звонить. Да. Сучему Реально? боссу надо позвонить. Сучий Ну, то есть босс. вы берете подсказку, Да. звонок мужику. Сучий босс. Это ваше право, девчонки. Кому будем звонить? Будем звонить сучему боссу. Он, кстати, есть на Танплейсе. У него очень горячий контент с большим количеством моделей, достаточно известных. Мы с Жанной у него снимались. И он очень крутой. Он знает о сексе очень много и о девушках. И он энергетически, он честен всегда. И вот у него нет вот этих вот масок. Я там о любви буду с тобой говорить. Ну что ж, девчонки, давайте мы звоним сучему боссу. Let's go. Привет! Привет. Смотри, у нас есть вот такой парень. Он комик. И у нас есть... Да, комик. Мы пока что еще в одежде, но уже без трусиков. О май гад. А у нас к тебе один вопрос. Нам нужна твоя подсказка. Как ты думаешь, как он уговорил бы свою девушку на тройничок? Деньги, подарки, шантаж, клятва в любви или подарок на день рождения? Слушай, ну он такой, знаешь, с девушками сначала говорит о любви, потом о проблемах, короче, лечит. Ему нужен тройничок, что бы он делал? В развлечении напрашивается шантаж. Слушай, я тоже так же думала сначала. Почему-то что он мутный тип. Комик, знаешь, и он может шантажировать. Так еще раз посмотри на его лицо, вот он. Ты думаешь, он шантажирует? Так, У нас осталось мало одежды, мы не можем проиграть. Вся надежда на тебя. я останусь при этом мнении. Угу. Шантаж.
Шантаж, окей. Пока. Пока. Спасибо большое. Удачки. Смотри нас на тоне. Слушайте, прикольный у вас дружок, сучий босс, сказал, что Саша будет добиваться тройничка шантажом. Давайте узнаем, что он ответит. Наверное, очень унизительно просить подарить тройничок на день рождения, поэтому я использую шантаж. Потому что как она еще познакомится с моим братом? Ты, вот он мужик, который знает мужиков, психологию и вообще крутой парень. Поэтому все так Босс, просто. респект вообще. Следующий вопрос. Как вы думаете, чего Саня боится больше всего? Проигрыша любимой команды, облысеть, тюрьмы или 2 полосок? Облысеть или тюрьма? Наверное, облысеть. Думаете, Да. облысеть? Но он не как Стэтхэм, поэтому ему лысина не пойдет. Давайте узнаем правильный ответ. Ваша версия: Саша боится облысеть. Пересадка дорого стоит нынче. Все, что сейчас назвали, очень страшная вещь, особенно последняя. Но не хотелось бы попасть в тюрьму, потому что я там и облысею, и, возможно, увижу 2 полоски. Вообще логика есть. Вот тут, Да. честно говоря, можно было додуматься, как будто бы. Поэтому Блин. чистейшая ваша ошибка, что надо не забыть что-то с себя снять. Что это будет? Я буду снимать чулочки. А я рискну и сниму свой корсет. Он меня душит, капец, как вообще не могу уже дышать. Слушай, здесь и правда невозможно дышать. Я уверен, без него тебе будет только легче. Но и без чулков тоже будет топ. Девчонки, действуйте. Кстати, обязательно подпишись на наш телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше жаркого контента с нашими участницами, а самое главное, сможешь посмотреть все выпуски шоу без цензуры. Такого эксклюзива ты больше нигде не увидишь. QR-код и ссылка прямо сейчас на твоем экране. Продолжаем. Невозможно не обратить внимание на ваши потрясающие татуировки. Это сильно. Что они обозначают? Ну, тут все просто. Цветочки. Так. А я на ноге Жанна? бью свои портреты. Там очень круто, аватар. Мгм. Там все твои портреты? Покажи нам, Да. пожалуйста, очень интересно. Вот, это я. Пальчик сосет. Блин, надо будет заблюрить отдельно только твою ногу, представляешь? Так, Мгм. а на бедре что? Тоже я. Так. Тут моя фотография здесь, и будет полностью нога сделана. Очень эгоцентрично. Ты любишь себя? Да мне уже диагнозы ставят, что у меня нарциссизм, я очень себя люблю. На самом деле я просто предположила, что вместо того, чтобы искать картинки в интернете, у меня много своих красивых работ, и лучше запечатлеть их, чем искать что-то другое. Если вы готовы, следующий вопрос. Как вы думаете, о чем Сашка никогда не расскажет друзьям? О том, что он ходит за тампонами для своей девушки, о том, что он слушает Анну Асти, о том, что он фанат «Сумерек», или о том, что он любит пальчик в своей хитрой попе. Вот у него на лице написано «пальчик в попе». Иногда же сложно самому себе признать свои фантазии, поэтому это пальчик в попе. Может быть, выйдем в эфир, а там, думаете, кто-то быстро налетит? Вообще, это вполне себе общий вопрос, как мне кажется, и можно попробовать действительно выйти. Есть кайф? Мы в прямом эфире. О, уже 5. Ребят, всем привет! Мы сейчас на записи шоу Тон Плейса, и у нас к вам есть вопрос. Если вы нам поможете, вы сможете увидеть что-то интересное. А вопрос был такой. Что он никогда не расскажет своим друзьям? Первый вариант. Что он покупает своей девушке тампоны? Второе. Что он слушает Анну Асти. Третье. Фанат «Сумерек». И четвертое. Пальчик в попе. Я считаю, что это пальчик в попе. Все, кто так думают, ставьте лайк. Все. Да, нам нужна подсказка именно, как вы думаете. Четвертый вариант. 4. 4 пошел. 4 раз. Так, давайте, ребят, будем активнее, пожалуйста. Кидайте свои варианты ответа. Да. 3. Третий. Вау. Вау. Привет всем. Привял. Да, фанат «Сумерек». Кто-то думает, что фанат «Сумерек». Ну, кстати, фанат «Сумерек» я думала, но это очень типично. Очень как-то неинтересно. Так, ну пока что только 3 и 4. «Сумерки» и пальчик в попе. В целом равноценно. Да. Смотри, какая киса. Всем привет. Помялка. Да, мурмяу, ребят.
Запишите просто цифру 4. Все. Мы думаем, что он фетишист. Просто еще раз. Ребят, Короче, выбираем вопрос, 4. Ой, 4, Да. да. мы хотим 4-й вариант ответа. А вам что подсказывают в чате? 4. Нихуя себе контентик пошел. 4. Прекрасные, мы прекрасные 4. Да, мы прекрасно и выбираем 4-й вариант. Ребятки, все, до вечера. Всем пока. Так, девчонки, вы почему-то сразу были уверены, что Саша любитель пальцев в попе, но об На этом никому не 100%. скажет. Вы решили проверить эту информацию, спросив у своих подписчиков на Тон Плейс. Они вам сказали, этот точно с пальцем в попе. Никаких сумерек, ничего прочего. Вы в этом уверены? Да. Давайте проверять. Даже если он скажет нет, все равно да. Но песни о Насте я пою вместе со своими друзьями, как и хожу ей за тампонами. Но вот точно бы им не рассказал, что хочу палец в попку. Чистый, кстати. Девчонки, вы дали правильный ответ. Действительно, он никогда бы не рассказал друзьям, что любит палец в попе. Вам этот ответ приносит еще 10. Ну, слушайте, супер. Движемся дальше на удачной волне. Погнали. Как вы думаете, после каких слов Саня поймет, что она та самая? Вариант А. Я купила тебе пивка на вечер. Вариант Б. Слушай, сегодня футбол, может, посмотрим? Я не верю Блиновской. И вариант Г. Туда тоже можно. Вот, туда тоже можно. Туда тоже можно, 100%. Ну, он же хочет, а Что? тут сразу предложит. Туда тоже можно, это он себя имеет в виду, что он ей говорит. Конечно, себя, кого еще? 2 этих фронта можно как бы засчитать. Туда тоже можно. Это значит, я уже согласен, и тебе как бы... Мгм. Ну, я даже не знаю. Это ваша финальная версия? Да, Точно. точно. Он говорит, туда тоже можно. Да. Да. Качком стоят. Вообще жесткие. Ну, давайте посмотрим, что он ответит. Я не люблю футбол, обожаю пиво. Но фраза «туда тоже можно» просто затмевает все остальные варианты. Такое Оттуда ощущение, это что мы туда. его знаем. Слушайте, судя по всему, вы не зря первым делом сняли трусики, потому что иначе мы бы до них никак не дошли, потому что вы просто читаете Санька и раз за разом забираете 10 у меня. Девчонки, молодцы, браво, Мы классная хорошо логика. знаем мужчин. Видишь, Да. стоило только посмотреть эту фотографию, все, мы его сочетали. Сразу пальчик в попу, туда можно. Комик. На данный момент в вашем банке 40 тысяч рублей. Слушайте, ну один раз еще можно ошибиться смело, но я, честно говоря, уже в это просто не верю. Мне кажется, у Санька шансов против вас не осталось. Давайте проверим, так ли это. Как вы думаете, какая главная цель Санька? Построить дом, посадить дерево, вырастить сына или переспать с сотней девушек? Мне кажется, что он скажет построить дом. Ты думаешь, вот здесь вот так вот повернется страница? Да, 100%. Мне кажется, да. Ты хочешь 100 девочек? Да нет, не Не осилит? Да почему не осилит? Слушайте, сотка он девушек, идет, это по-хорошему. он идет 100 пальцев в попе. Ну не с каждой, это с любимой. Палец в попе, это очень интимное и личное. Слышишь, давай его гасить, давай 100 пальчиков в попе. Давай. Ну, разденемся, протестишь. Да, 100 пальчиков в попе. Да. 100 пальцев Смотри, в своей ему же надо заднице. найти ту единственную. Да. Поэтому Он будет ищет тот переть самый до самого пальчик. конца просто. Слушайте, ну пускай так, это ваше право, вы еще в конце концов можете позволить себе ошибиться. Вы считаете, что он хочет переспать с сотней девушек? Давайте посмотрим. Деревья я уже сажал, сотни красавиц я уже переспал, да, в своих мечтах, но цель выполнена. Хотелось бы построить большой, классный, уютный дом, в который поместятся все сотни красавиц. Да, ну да. Раз, два. Да, корсетик. Ладно, сделаю вид, что я действительно ждал. Но я уверен, что кто-то ждал точно. И это хороший выбор для нашего шоу. Точно. Ты снимаешь корсет, Да. Чулочки. чулочки. Да. Засчитывается, девчонки. Это предпоследние ваши вещи. Будьте осторожны. Не снимите случайно то, что осталось. Давай я помогу тебе снять Да. твои чулочки. Потому что я без трусиков, Да. я боюсь, что... Да, тебе нужна помощь. Да, спасибо. Ню-ню-ню. Давайте уже раздевайтесь. Да, Просто, мам, да, раздвигай ножки. Чья это ножечка?
Придушим кого-нибудь? Да, еще второй чулочек, да, низкой. Какая ножка? Это 36 размер, да? 35. Жан, спасибо большое, что ты помогла. По-братски. По-братски, реально. Взяла и сделала просто. Подругу в беде не бросила, но тебе, кажется, помощь не нужна, можешь снять вопрос. Да. Что это у нас такое? Похоже на... Блин, а я думал, там сова. Девчонки, остался всего один вопрос основной игровой части. И у вас нет возможности ошибиться сейчас. Готовы к вопросу? Да. Как вы думаете, как Саня отреагирует на сообщение от девушки «Я без трусиков»? Он поедет к ней, он попросит фото доказательства, он отправит ей дик-пик в ответ или он напишет «Я тоже». Он же комик. Я тоже. Ты видишь, как мы его вот чудо? Ну, типа дикпик. Мы сразу были без трусиков. Да. Так, Вы давай сразу ему написали. давай думать как Санек. Ну, дикпик точно, наверное. Мне кажется, нет. он просто ответит «Я тоже». Я тоже, да. Слушайте, а вообще приходилось писать подобные сообщения? Нет, ну, конечно, это такой очень важный, я считаю, в отношениях момент, когда ты флиртуешь, и вот там, например, в офисе, и ты такая ему скидываешь, там трусики свои, или там, я тебе засунул в рот. Ну, это круто. Круто. Жанна, у тебя чего? Ну что, я всегда без трусиков. Это прогревает женскую сексуальность. Значит, я всё правильно делаю. Давайте просто примем какое-то решение. Это финальный вопрос. 25% вероятности просто ткнуть пальцем и попасть в правильный ответ. Сделайте это. Но я считаю, что я бы, не раздумывая, поехала к девушке сразу, если бы узнала, что она без трусиков. И думаю, Саня сделает так же. Ну, Саня, он такой, да. Девчонки, вы ответили, что он поедет к ней. Давайте узнаем правильный ответ и уже либо перейдем в суперигру, либо закончим это все. Если мне девушка напишет, что я без трусиков, я, конечно же, первым делом поеду к ней. Потому что, судя по всему, она не может их найти, и ей нужна в этом помощь. Ой, ну дошучивает, но уже... Слабенько, слабенько. Уже можно не дошучивать. Уже можно не дошучивать, потому что так или иначе его ответ и ваш ответ принесли вам 10 тысяч рублей. Девчонки! У вас в банке 50 тысяч рублей. Слушайте, неплохой результат. Опять-таки на грани мы дошли до суперфинала. И теперь я обязан рассказать вам вообще, что такое суперфинал. Саня задал вам один вопрос на конкретное знание. Там нет вариантов ответов, там нет подсказок. Это просто его вопрос и ваш ответ. Если ваш ответ будет правильным, я удвою сумму, которую вы сегодня заработали. Если ответ будет неправильным, на кону все оставшееся, что есть на вас. Как думаете, будете играть? Да. Мы играем, конечно. Давайте незамедлительно посмотрим, что Сашка приготовил для вас в суперигре. Ну что, девчонки, вот она, супер игра. Сейчас полетит вся одежда с вас, которая еще осталась. Надеюсь, что этот раунд будет решающим. Итак, мой вопрос. На этом мероприятии выпивают 6 миллионов литров какого-то напитка, а также съедают сотни кур. Что это за мероприятие такое? Давайте, отвечайте неправильно. Давайте, говорит, отвечайте неправильно. Мне кажется, это мероприятие связано с пивом, которое... Октоберфест? Да. В Германии? Да, давай А его. почему куры, там сосиски? Ну, куриные сосиски. Думаешь, Октоберфест? Да, давайте Октоберфест. Октоберфест. Вот так быстренько Да. сразу. А вдруг это, ну я не знаю, ну какой-нибудь Burning Man? Да И там не нет, пиво, там, не там задача выжить и пить больше воды. Да. Все, И не потеряться. да. Все, ваш ответ Октоберфест. Я пытаюсь вас заговорить, увести в другую сторону. Давайте узнаем, что имел в виду Сашка, задавая этот вопрос. Burning Man. Это неправильный ответ, а правильный ответ – Октоберфест. Да! Я вас поздравляю, спасибо большое, что сыграли со мной в эту игру. Обязательно посмотрю ваше видео на Tone Place.
Меня зовут Саша, подписывайтесь на меня, добавляйте в друзья, пишите мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь. Все, всем пока. Так, это был Всего Сашка. хорошего. Подпишитесь на него. Ну ладно, в целом, честно говоря, я встречал людей и похуже. С его помощью, попадая в него, пускай даже он был для вас слишком читаемым, тем не менее, вы заработали соточку, 100 тысяч рублей. Блин, вы такие Маленькое молодцы. мясо, вкусная еда и много сисечек. Но не отпускает меня история с вашими татуировками. Они реально крутые, и я знаю, что некие попы еще хранят от нас тайны татуировок. Саш, расскажи нам про свои татуировки. У меня есть 3 шестерки на попе. Я плохая девочка. Очень. Показать? Слушай, ну давай чуть-чуть, насколько это возможно. Просто интересно глянуть. Короче, вот, смотрите. Тут гармоничная, а Так. там очень неприличная. Как-то так. 3 шестерочки. Неужели А с там... этой стороны вообще еще есть. Еще. Пиу-пиу-пиу. Оп. Как-то так. А вот так красиво. Во. Вот так. 3 шестерки. Вбивай голову. Спасибо. Слушайте, я рад, что мне удалось закончить этот выпуск в точке, в которой у вас такое настроение. Это правда, для меня это очень приятно, девочки. Помимо денег, я бы хотел, чтобы у вас оказались еще и эти замечательные подарочки от Tone Place. Вот они. Я не знаю, что там, но у вас, естественно, будет возможность узнать. Дома откройте, я уверен, что вам понравится. Девчонки, вам огромное спасибо. Я уверен, что все, кто нас сегодня смотрел, захотят на вас подписаться, в дальнейшем следить за вашим творчеством. У них и будет такая возможность. Ребята, если вам интересно все, что делают наши сегодняшние героини, просто переходите по тем ссылкам, которые вы сейчас видите на экране. Про вас все рассказал, теперь давайте заканчивать шоу. Уф, девчонки, ну что, сегодня это было действительно жарко. Шоу «Чего хочет мужчина» — это настоящий путеводитель по мужским желаниям. Девчонки, вам еще раз спасибо. Ну а ты, наш зритель, просто берешь и подписываешься прямо сейчас на наш телеграм-канал. Полные версии шоу без цензуры, горячие кругляшки и многое другое уже там. Прямо сейчас переходи по ссылке или сканируй QR-код, который видишь на экране. Гарантирую, ты не пожалеешь. Подписывайся и пиши, какие вопросы мы можем задать мужчинам в следующий раз. Это было шоу «Чего хочет мужчина». Всем спасибо. Скоро увидимся. Мотор окончен.